Привет, киноманы! Сегодня я подготовил для вас топ-10 лучших фантастических фильмов про путешествия во времени, временные петли и парадоксы, которые нужно посмотреть хотя бы один раз в жизни. Пусть эти фильмы и не новинки, но они все еще способны удивлять, захватывать и будоражить воображение. Отличный повод посмотреть их в 2025 году с новым взглядом и свежими эмоциями. С вами, как всегда, топ фильмов на вечер. Канал с лучшими киноподборками, обзорами и рекомендациями фильмов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете знать, что посмотреть. Поехали! Начало. Культовый научно-фантастический триллер от Кристофера Нолана, который по праву считается одним из самых гениальных фильмов 21 века. Леонардо Ди Каприо исполняет роль Доминика Кобба, гения промышленного шпионажа, способного проникать в сны и извлекать из подсознания самые сокровенные секреты. На этот раз его задача не украсть, а вложить. Команда Кобба должна осуществить инцепцию, внедрить идею в разум цели так, чтобы она оказалась собственной. Чтобы добиться успеха, героям предстоит погрузиться в многоуровневую структуру снов, где реальность и иллюзия неразличимы, а время течет иначе. Фильм поражает оригинальностью идеи, философской глубиной и невероятным визуальным стилем. Искажающаяся архитектура, парадоксальные лестницы, сцены со сном внутри сна – все это создает атмосферу, которую хочется разгадывать снова и снова. «Начало» — это не просто интеллектуальный триллер, а размышление о природе восприятия, вине, памяти и силе человеческого разума. Картина удостоилась 4 «Оскаров» и заслуженно вошла в историю как один из величайших шедевров мирового кино. «Грань будущего» — динамичный фантастический боевик режиссера Дага Лаймана, который погружает зрителя в мир бесконечной временной петли и полномасштабной войны с инопланетянами. Фильм мастерски сочетает элементы научной фантастики, военной драмы и юмора, создавая напряженную и в то же время захватывающую атмосферу. Главные роли исполнили Том Круз и Эмили Блант, блестяще воплотившие образ неуверенного новичка и решительной воительницы. Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, когда Земля подверглась нападению загадочной расы пришельцев. Майор Уильям Кейдж, не имеющий боевого опыта, по воле обстоятельств оказывается на передовой и погибает в первый же день боя. Однако смерть становится для него началом нового цикла. Он просыпается в прошлом, вновь переживая тот же день. С каждым повтором он становится сильнее, опытнее и ближе к разгадке того, как остановить вторжение. На протяжении фильма Кейдж сталкивается не только с внешним врагом, но и с внутренними вызовами, страхом, отчаянием и жертвенностью. Он вынужден снова и снова наблюдать гибель своих товарищей, принимая трудные решения ради общего блага. Несмотря на цикличность происходящего, сюжет остается напряженным, а каждый перезапуск приближает к разгадке природы врага. Сюжет превращается в своеобразную шахматную партию против врага, обладающего нечеловеческим интеллектом. Каждый шаг требует анализа, просчета и тонкой стратегии. В этом временном лабиринте выигрывает не самый сильный, а самый внимательный. «Грань будущего» — это не просто зрелищный фильм о войне с пришельцами, а захватывающее и насыщенное путешествие сквозь время, где каждый выбор имеет цену. Фильм понравится тем, кто ценит глубокие и напряженные сюжеты, основанные на идее временной петли и сложных временных парадоксах, где каждый повтор дает шанс переосмыслить события и изменить свою судьбу. «Дежавю» — напряженный научно-фантастический триллер режиссера Тони Скотта, который погружает зрителя в парадоксальную реальность, где пересекаются время, память и человеческий выбор. Фильм предлагает захватывающее путешествие сквозь расследование преступления с использованием нестандартных технологий, ставя под сомнение границы возможного. Главные роли исполнили Дензел Вашингтон и Паула Паттон. Сюжет фильма разворачивается в Новом Орлеане, где в результате мощного взрыва на пароме гибнут сотни людей. Федеральный агент Даг Карлин присоединяется к расследованию и неожиданно оказывается вовлечен в секретную правительственную программу, которая позволяет наблюдать события прошлого в реальном времени. Несмотря на то, что изначально технология предназначена лишь для наблюдения, вскоре становится ясно, что граница между просмотром и вмешательством гораздо тоньше, чем кажется. В центре внимания оказывается молодая женщина Клэр, чья смерть каким-то образом связана с катастрофой, и Даг все глубже погружается в ее судьбу, рискуя разрушить логику времени. Пытаясь спасти Клэр и предотвратить теракт, Даг сталкивается с этическими и личными дилеммами.
Имеет ли он право менять ход событий, если это может повлиять на реальность? Его борьба выходит за рамки стандартного расследования и превращается в гонку со временем, в самом буквальном смысле. Чем ближе он к разгадке, тем больше возрастает напряжение. Возможно ли сохранить человеческую жизнь, не разрушив при этом хрупкий баланс прошлого и будущего? «Дежавю» — это не просто динамичный триллер, а остросюжетная история с элементами научной фантастики, в которой зрителю предстоит не только следить за действием, но и задуматься о природе времени и выбора. Фильм понравится тем, кто ценит умные жанровые истории с элементами детектива, временных парадоксов и психологической напряженности. Эта картина, способная не только увлечь, но и оставить после себя след, вопросы, с которым не так просто расстаться. «Время» — напряженный научно-фантастический триллер режиссера Эндрю Никола, который погружает зрителя в мир, где время стало валютой, а люди буквально покупают и продают свою жизнь. Главные роли исполнили Джастин Тимберлейк, Аманда Сейфрид и Киллиан Мёрфи. Сюжет фильма разворачивается вокруг Уилла Салласа, молодого человека из бедного района, который неожиданно получает огромное количество времени и оказывается втянут в борьбу против жестокой системы, в которой богатые живут вечно, а бедные постоянно находятся на грани смерти. Вместе с Сильвией Уэйс, наследницей влиятельного клана, Уилл пытается изменить правила игры и разрушить несправедливый порядок. Фильм умело сочетает увлекательный экшен с неожиданными поворотами, где каждое решение способно изменить ход событий. История держит в напряжении, а судьбы героев переплетаются в борьбе за право контролировать время, ресурс, который значит гораздо больше, чем просто часы и минуты. «Время» — это не просто триллер о будущем, а глубокая и динамичная история, которая понравится любителям напряженных сюжетов и философских размышлений о человеческой природе и времени. Это картина, заставляющая задуматься о том, насколько ценна наша жизнь и как легко ее можно потерять в мире, где каждая секунда на счету. «Озеро Кадо» — атмосферный и напряженный мистический триллер режиссеров Селин Хельд и Логана Джорджа, который погружает зрителя в запутанный мир временных парадоксов и мистических событий. Фильм исследует влияние времени на судьбы людей и непредсказуемые последствия вмешательства в ход событий. Главные роли исполнили Дилан О'Брайен и Элиза Сканлин. Сюжет фильма разворачивается вокруг загадочного озера Кадо, где происходят странные временные аномалии. Главные герои оказываются втянутыми в цепочку событий, связанных с переплетением разных временных линий. Они сталкиваются с необходимостью понять природу этих аномалий и найти способ предотвратить надвигающуюся катастрофу, балансируя между прошлым и будущим. В ходе развития сюжета нарастает напряжение, а линии времени начинают переплетаться все сложнее, раскрывая неожиданные связи между персонажами. Перед героями стоят сложные испытания, связанные с последствиями их действий во времени. Каждый выбор влияет на реальность, порождая новые парадоксы и заставляя переосмыслить понятия судьбы и ответственности. Эти сюжетные вызовы создают мощную драматическую основу и вызывают вопросы о том, насколько человек способен контролировать время и собственную жизнь, а также каковы могут быть последствия попыток изменить ход событий. «Озеро Кадо» — это не просто мистический триллер, а глубокая драма, исследующая сложные вопросы времени и человеческих отношений. Фильм будет интересен зрителям, ценящим драматизм, напряженность и сложные концепции времени. Его атмосфера и смысловая насыщенность оставляют пространство для долгих размышлений после просмотра, что делает «Озеро Кадо» настоящим подарком для любителей продуманного кино. «Эффект бабочки» — напряженный психологический триллер с элементами научной фантастики режиссера Эрика Бресса и Маки Грубера, который погружает зрителя в мрачную и непредсказуемую реальность, где прошлое и настоящее сплетаются в болезненную спираль выборов и последствий. Главные роли исполнили Эштон Кутчер и Эми Смарт. Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого человека по имени Эван Трейборн, страдающего провалами в памяти с самого детства. Пытаясь восстановить хронологию своей жизни, он обнаруживает способность возвращаться в прошлое и менять ход событий, перечитывая старые дневники. Однако каждое его вмешательство, как по принципу эффекта бабочки, приводит к непредсказуемым последствиям в настоящем. Чем дальше он пытается исправить свое прошлое, тем более искаженной становится его реальность, как для него самого, так и для тех, кого он любит. Эван сталкивается с тяжелым выбором – продолжать изменять реальность, рискуя окончательно разрушить свою и чужую жизни.
или смириться с тем, что некоторые вещи необратимы. В центре истории не только мистическая сила изменения прошлого, но и болезненные размышления о личной ответственности, цене любви и невозможности все контролировать. Фильм ведет к осознанию того, что даже благие намерения могут привести к разрушительным последствиям. «Эффект бабочки» — это не просто мрачная фантастическая история, а глубокое изучение того, как малейшие действия могут изменить ход событий. Фильм понравится тем, кто ценит психологически насыщенные сюжеты с запутанными событиями и философскими размышлениями, оставляющими след в памяти надолго. «Петля времени» — динамичный научно-фантастический фильм режиссера Райана Джонсона, который погружает зрителя в антиутопическое будущее, где перемещение во времени используется преступными организациями. Главные роли в фильме исполнили Джозеф Гордон-Левитт, Брюс Уиллис и Эмили Блант. Главный герой — Джо Симмонс, киллер по найму. Он работает лупером и убивает людей, которых отправляют из будущего. Но однажды ему предстоит ликвидировать самого себя, только старшего. Джо не может нажать на курок, и все выходит из-под контроля. Фильм превращается в напряженную историю погони, где сталкиваются два Джо с разными целями. Один хочет изменить будущее, другой — выжить в настоящем. «Петля времени» выделяется оригинальной концепцией, мрачной атмосферой и глубокими моральными вопросами. Это не просто фантастика с перестрелками, а серьезное размышление о судьбе, выборе и цене, которую приходится платить за путешествие во времени. «Палата» — мрачный психологический триллер с элементами научной фантастики режиссера Джона Мейбери, который погружает зрителя в зыбкую реальность между психическим расстройством и путешествием во времени. Этот фильм словно тонкая грань между сознанием и иллюзией, исследует природу памяти и попытки изменить судьбу. Главные роли исполнили Эдриан Броуди и Кира Найтли. Сюжет фильма разворачивается вокруг Джека Старкса, ветерана войны в Персидском заливе, страдающего от амнезии и посттравматического синдрома. После необъяснимого убийства он попадает в психиатрическую клинику, где становится участником жестокого эксперимента. Его обездвиживают в смирительной рубашке и помещают в ящик в морге. Во время этих процедур Джек неожиданно переносится в будущее, на 15 лет вперед, где встречает молодую женщину по имени Джеки и узнает о своей скорой смерти. Между временными скачками он пытается собрать пазл своего прошлого и будущего, чтобы изменить свою судьбу и спасти тех, кто ему дорог. Погружаясь все глубже в это лабиринтное восприятие времени, Джек сталкивается с тяжелой дилеммой. Насколько возможно изменить ход событий, если ты сам их часть? Его попытки разобраться, где реальность, а где галлюцинации, превращаются в борьбу не только за собственную жизнь, но и за будущее других. История проводит зрителя через сломанные воспоминания, случайные встречи и почти мистические догадки, где каждое действие – шаг в неизвестность. «Палата» — это не просто тревожный психологический триллер, а глубокое размышление о свободе воли, восприятии времени и попытке изменить неизбежное. Это фильм, который постепенно втягивает в себя, оставляя после просмотра ощущение эмоционального послевкусия и размышлений. Фильм понравится тем, кто ценит многослойные истории, где важнее не действие, а то, что скрывается за ними, переживания, выбор и последствия. «Воспоминания» — мистический научно-фантастический триллер режиссера Лизы Джой, который погружает зрителя в мир будущего, где технологии позволяют людям возвращаться в свои самые яркие воспоминания и переживания. Главные роли исполнили Хью Джекман и Ребекка Фергюсон. Действие фильма разворачивается в мире, где существует технология, позволяющая людям заново переживать свои воспоминания так, словно они происходят здесь и сейчас. Главный герой Ник Баннистер работает в этой сфере, предлагая своим клиентам уникальный опыт возвращения в прошлое. Однако его мир переворачивается, когда он встречает загадочную клиентку Мэй, которая приводит его к расследованию таинственных преступлений и темных секретов. «Воспоминания» — это не просто фильм о будущем и технологиях, а глубокая психологическая драма, исследующая границы памяти, скрытых мотивов и восприятия реальности. Лиза Джой создает атмосферу напряженности, где реальность и воспоминания начинают переплетаться, а каждый новый момент кажется все более иллюзорным. Каждое воспоминание может оказаться ключом или ловушкой, а правда не такой очевидной, как кажется. Сильная актерская игра и детальная проработка мира погружают в атмосферу, где каждый шаг героя приближает к разгадке или к новой загадке.
Фильм заставляет задуматься, насколько наша память определяет нас и что есть настоящая реальность. Если вам нравятся психологические триллеры с загадками и неожиданными поворотами, «Воспоминания» точно стоит посмотреть. «Патруль времени» – зрелищный научно-фантастический триллер режиссеров Майкла и Питера Спирик. Главную роль исполнил Итан Хоук, сыгравший агента патруля времени, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить преступления, способные изменить ход истории. Его задача – остановить загадочного преступника по прозвищу Физик, использующего путешествие во времени для создания хаоса. Агенту предстоит не просто путешествие во времени, а погружение в запутанную цепочку событий, где каждая минута может изменить будущее. На его пути возникают неожиданные препятствия и моральные дилеммы, а грани между добром и злом становятся все более размытыми. В процессе раскрываются тайны, заставляющие переосмыслить не только ход истории, но и саму природу времени и ответственность за свои поступки. «Патруль времени» поражает своей оригинальной концепцией путешествий во времени и напряженным сюжетом. Фильм не только исследует темы судьбы, времени и свободы воли, но и затрагивает вопросы идентичности и самоопределения, побуждая задуматься о том, как наши решения могут изменить ход событий и нашу жизнь. Этот фильм – настоящая головоломка для зрителей, которые не только наслаждаются экшеном и напряжением, но и погружаются в философские размышления о времени и человеческой природе. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, какие из этих фильмов вам понравились больше всего и какие топы вы бы хотели увидеть в будущем. Мы читаем все комментарии и будем учитывать ваши пожелания при создании новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди будет еще много интересных подборок.